Скандальный анализ. Докажи, что не сбежала. Европа проверяет украинских женщин, которые выехали из страны, военно обязаны или нет. Удар НАТО по Украине, провал ПВО, ошибка Альянса, которая дорого обошлась Киеву. ВСУ экстренно запросили помощь США. Что не так? Битва за крупный город началась. Армия РФ подошла вплотную. Штурм стратегических высот. Принуждение к капитуляции. В России заявили о победе. Никаких переговоров. Кремль готовит обращение Путина. Москва выпустила спецпредупреждение Западу. Президент готов закончить многолетний конфликт. Финал близок. Союзник Украины выходит из войны. Экстренный запрос РФ к США. На кону вооружение. Польша кидает сигналы Путину и Лукашенко, а силовики пошли на окружение. Прорыв границы сорван. Новый мигрантский скандал. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Прядко», 16 августа на календаре. Давайте начнем. Тотальная проверка украинцев и даже украинок в Европе перед взятием под защиту. МИД Украины подтвердил, что в отдельных странах с августа при оформлении временной защиты уже даже женщинам надо предоставить данные из украинского приложения «Резерв Плюс». Это официальное мобильное приложение Минобороны Украины, созданное как электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов. Одними из первых пожаловались украинки в Испании. Причина – новые правила Совета ЕС о временной защите. Их вводили прежде всего для новых заявителей мужчин, подлежащих военной службе, и тех, кто сумел выехать из Украины, пока границы закрыты. Но Брюссель не объяснил странам, как применять это решение на практике, говорят в украинском МИДе. Поэтому некоторые страны распространили проверку не только на мужчин, но уже и на всех женщин. В МИД Украины называют такие случаи временными и не массовыми. При наличии подтверждения законности выезда, необходимости предоставлять сведения из «Резерв Плюс» не должно возникать. В то же время при временном отсутствии унифицированного подхода такие случаи в отдельных странах могут иметь место. Срочное обращение. Угроза резкого ухудшения ситуации. Германия выступила с особым предупреждением. Немцев призывают отказаться от поездок в Украину. В Берлине допускают усиление угрозы в период празднования Дня независимости Украины 24 августа. Если поездку нельзя отменить, немецкий МИД советует заранее подготовить профессиональный план безопасности. Немцев также просят зарегистрироваться в онлайн-списке МИД на случай кризиса и соблюдать действующий в Украине комендантский час. Кроме того, им рекомендуют заранее узнать, где находится ближайшее укрытие. Берлин отдельно предупреждает, возможности немецких дипломатов помочь своим гражданам в Украине крайне ограничены. Удар НАТО по Украине. Провал Альянса дорого обходится Киеву. Небо над Украиной осталось без главного щита. Запасы ракет для Патриот исчерпаны. Теперь ВСУ экстренно просят США о помощи, сообщает британская газета Guardian. Автор статьи, военный аналитик Джек Уолтинг, пишет: доля успешных перехватов рухнула. Раньше она превышала 70%, теперь приблизилась к нулю. На этом фоне Россия ночь за ночью бьет по украинской инфраструктуре. Главная просьба Киева к Вашингтону – разрешить работу Starlink над территорией России. Это позволит дронам ВСУ выслеживать и уничтожать мобильные ракетные установки России еще до пуска. Guardian пишет, что до зимы Украина не получит необходимого количества ракет для Patriot, поэтому Киеву придется готовиться к перебоям со светом, водой и отоплением. Главный упрек автора адресован не к Кремлю, а самому НАТО. Альянс не уделил должного внимания производству ракет, которые еще до Большой войны и даже сейчас находятся на крайне низком уровне. Послушайте. Цифры в этом уравнении были известны еще до 2022 года, и тем не менее инвестиции для расширения производства Patriot или доработки альтернативных систем, таких как франко-итальянская SAMPTI, сделаны не были. Такой уровень беспечности сегодня губителен для Украины, но он также создает риск того, что Европа в будущем останется без защиты. По-прежнему поражает и то, что Европа, наблюдая за развитием последствий у самых своих границ, остается настолько бездейственной. Провал ПВО. Украина теряет военный импульс, а Киев берется за поднятие боевого духа. Об этом говорится
В еще одной статье в западной прессе, которая также посвящена новым уловкам военного командования Украины и тому, что пусковые установки Patriot опустели. Дефицит перехватчиков достиг критического уровня, пишет Financial Times. По подсчетам Киева, для защиты энергетики, газовой системы и водоснабжения зимой необходимо не менее 300 ракет ПЭК-3, то есть Украина готовится к тому, что Россия отстреляет минимум 300 баллистических ракет. Издание также пишет, летом дальнобойные удары Украины по российским энергообъектам позволили Киеву усилить давление на Москву и вызвали в России крупнейший топливный кризис со времен распада СССР. Но теперь этот импульс может исчезнуть еще до зимы из-за российских ударов по Украине. Financial Times также напоминает, что воздушные силы ВСУ в августе впервые за всю войну засекретили информацию о том, сколько ракет Россия запускает и сколько Украина сбивает. И на этот раз не только для того, чтобы не дать лишнюю информацию Москве, но и для поддержания морального духа украинцев. Цитирую. «Дефицит стал настолько острым, что воздушные силы Украины перестали регулярно раскрывать количество ракет, которые запускает Россия, чтобы не показывать, сколько из них удается перехватить. Решение было принято из соображений безопасности, но также отчасти для поддержания общественного морального духа». Тайная сделка с Путиным за спиной ЕС. Удар США по собственным союзникам. Судьбу войны могут решить без европейских столиц. Об этом пишет New York Times, отмечая, что Париж, Берлин и Лондон срочно запускают собственный формат будущих мирных переговоров по Украине. Там боятся, что Трамп вычеркнет их из диалога с Кремлем и все решат без них. Но во главе переговоров с Москвой европейцы все равно хотят видеть Вашингтон. Пока процесс находится на начальной стадии, британский МИД называет эти обсуждения предварительными и считают, что у Путина нет сейчас желания начинать переговоры о мире. Западные чиновники считают, что шансы на диалог могут вырасти, если Россия не захватит весь Донбасс к осени 2027 года, говорится в материале. Однако вопрос о том, кто именно будет представлять Европу, уже вызывает споры. Страны Балтии и Венгрия не полностью доверяют Парижу и Берлину защищать их интересы. Европейские чиновники считают, что к подготовке переговорного формата необходимо также подключить Польшу, Италию и страны Северной Европы. При этом инициаторы уже претендуют на главную роль в будущем процессе. По словам трех европейских чиновников, Великобритания, Франция и Германия считают, что должны стать основными переговорщиками от Европы и поддерживать Украину. Эти три страны, известные как Евротройка, являются ядром коалиции желающих, поддерживающие Украину, и уже разработали варианты военных и гарантий безопасности для Киева после возможного соглашения. Битва за крупный город началась. Армия РФ пошла в атаку на новом направлении. Потенциальная потеря Донбасса неотвратимо приведет к попыткам принудить Украину к полной капитуляции. Об этом пишет военнослужащий ВСУ и главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов. Он заявил, что российские войска активно штурмуют лес Чобиток и стратегические высоты на окраинах Славянска, города, с которого фактически все началось еще в 2014 году. Захват позиций там даст россиянам ключевое тактическое преимущество, уверяет Бутусов. Он подчеркнул, что переломить критическую ситуацию на фронте способен командир 3-го армейского корпуса Андрей Белецкий, доказавший эффективность своего управления на Лиманском направлении. Для спасения региона военнослужащий предложил расширить зону ответственности Белецкого, передав под его единое командование новые подразделения. Славянск и Краматорск – это наиболее удобный природный оборонительный рубеж. В случае захвата этих городов это приведет к потере Донбасса. В результате в США и Европе снова будет попытка принудить Украину к капитуляции в формате переговоров с Россией путем сокращения финансирования Украины, потому что потеря Донбасса станет весомым аргументом относительно невозможности изменить ход войны. Обращение к Путину и Лукашенко: «Вы не пройдете через польскую границу без согласия Варшавы». Об этом накануне в День войска польского заявил премьер-министр страны Туск. По его словам, восточный кордон страны, который соприкасается с Белоруссией и Россией, стал неприступным. Польша кинула туда все свои силы. Также Туск сообщил, что Польша вместе со странами Балтии усиливает защиту всего восточного фланга НАТО. Также в Варшаве прозвучало амбициозное заявление о будущем войска польского. «Это будет самый мощный военный кулак в Европе», сказал глава правительства.
Наша армия, наши вооруженные силы совсем скоро будут крупнейшими в Европе. Уже сегодня можно сказать, что мы создаем силу, которая будет определять судьбу региона своей современностью, своей численностью, и весь мир это ценит, особенно наши союзники. Кремль срочно обратился к США и Турции. Москва требует объяснений. В российском МИД заявили о серьезных последствиях для Вашингтона и Анкары из-за новых поставок оружия Украине. Предупреждение озвучила официальная представительница ведомства Захарова. Она озвучила требования Кремля. США и Турция должны объясниться по поводу планируемого масштабного вооружения Киева. Обстоятельства и условия передачи оружия выглядят крайне противоречиво и могут подпортить взаимное доверие между странами, подчеркнула Захарова. Напомню, на прошлой неделе Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении разрешить поставку 70 ракет «Атакмс», а также 12 гусеничных ракетных установок, более 2500 неуправляемых ракет М-26 с кассетными боеприпасами и десятки тысяч кассетных артснарядов. Общая стоимость пакета оценивается примерно в $280 миллионов. Передачу планируется организовать через частные компании в Турции, Болгарии и США. Многоплановый ущерб от таких поставок неизбежен. Дело не только в жертвах и разрушениях, которые стремятся масштабировать власти в Киеве, но и в серьезном уроне нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. В России заявили о победе. Это единственный сценарий окончания войны в Украине. Так считают в Госдуме. Лидер ЛДПР Слуцкий заявил, что с Украиной не может быть никакого мира, Москва не должна идти на переговоры и заморозку войны, а воевать дальше. Никаких сделок с Киевом не будет, пока Россия не завершит войну на своих условиях, заявил Слуцкий сразу после встречи с жителями Курской области, которые до сих пор критикуют власти РФ за копеечную помощь от государства в связи с потерей жилья, которая произошла во время прорыва ВСУ в Курскую область. Никакого мира с ними быть не может до тех пор, пока мы не завершим СВО своей победой, а тех, кто считает иначе, я приглашаю в Курскую область. Кремль готовит заявление Путина. Западу необходимо сконцентрировать внимание и слушать, что прозвучит в ближайшем выступлении Путина. Об этом в своем спецпредупреждении и комментарии ТАСС заявил советник Путина Антон Кобяков. Знаковая речь, предупреждают в Кремле, прозвучит на Восточном экономическом форуме, который пройдет в начале сентября во Владивостоке. В контексте чего Путин обратится к Западу, Кобяков не уточнил. При этом все Россми анонсируют: главная тема форума во Владивостоке – Дальний Восток, развитие во благо людей. Конечно, отдельно всегда особое внимание уделяется и приковано к выступлению на пленарном заседании президента России. Следите за этим. Будет много важных заявлений. И, конечно, за выступлением главы государства рекомендуется следить Западу. Президент предложил закончить войну. Финал одного из самых долгих конфликтов мира может быть близок. Президент Южной Кореи Ли Дже Мён призвал КНДР начать переговоры и заменить перемирие полноценным мирным соглашением. Две Кореи формально остаются в состоянии войны уже 76 лет. В 1953 году боевые действия остановили, но мирный договор так и не подписали. На переговорах Сеул предлагает обсудить и меры по сдерживанию ядерной программы Пхеньяна. Южнокорейский лидер пообещал последовательно снижать напряжение и создать несколько уровней защиты от нового столкновения. Свою конечную цель Ли сформулировал так: побудив Север к позитивному ответу, я создам стабильный корейский полуостров. Я превращу энергию вражды и противостояния в движущую силу мирного сосуществования и совместного роста. Однако Пхеньян пока молчит. Ранее Ким Чен Ын объявил Южную Корею главным врагом, отказался от идеи объединения и приказал превратить границу в неприступную крепость. Предыдущие призывы Сеула к диалогу КНДР отвергала. Более того, накануне нового предложения северокорейский МИД пригрозил усилить ядерное сдерживание. Причиной назвали предстоящие совместные учения Южной Кореи и США.
Масштабной мобилизации в России не будет, по крайней мере, пока. The Guardian со ссылкой на российские западные источники внезапно опровергла ранее неоднократно озвученную информацию Киевом и не только. У Кремля есть несколько альтернатив мобилизации, пишет издание. Чтобы избежать массового призыва и повторения событий 2022 года, когда наблюдалась паника и выезд из России большого количества мужчин, Москва делает ставку на привлечение контрактников через рекордные региональные выплаты и силовое давление. Ответственность за выполнение планов по набору переложили на региональные власти, которые привлекают к поиску кандидатов-бюджетников, частных рекрутеров и коммерческие схемы с бонусами. В ход идут разные методы. В некоторых регионах России произошла волна задержаний мужчин на улицах и предприятиях. Здесь упоминается Пензенская область, когда там несколько недель назад, по аналогии с украинской бусификацией, мужчин также хватали на улицах и увозили на микроавтобусах, а также вербовка заключенных и также привлечение студентов в подразделение БПЛА. Два источника, знакомые с обсуждениями в Москве, также заявили, что нет никаких признаков того, что Путин решил объявить еще одну массовую мобилизацию. Высокопоставленный западный чиновник аналогично отметила, что сигналов о принятом решении нет. Штурм сорван, граница зачищена, окружение с нескольких сторон и масштабный арест. Силовики пошли в атаку. Власти Марокко пресекли очередную попытку массового прорыва мигрантов в испанский регион Сеута. Накануне, когда мигранты планировали уже второй массовый заплыв через границу, полиция и спецслужбы Марокко устроили рейд в пограничном городе Фнидак. По данным СМИ, полиция применяла слезоточивый газ против групп, собравшихся примерно в 3 километрах от границы, а потом задержала 109 мигрантов из стран тропической Африки и 2 граждан Марокко. Из-за миграционного кризиса в Сеуте усилены меры безопасности, улицы патрулирует полиция, военные охраняют торговые объекты, а Мадрид установил морской заградительный барьер и перебросил подкрепление, доведя численность группировки силовиков в городе до 1600 человек. Напомню, 2 недели назад прорваться в испанскую Сеуту пытались более 70 тысяч человек. По меньшей мере 96 мигрантов погибли. Трамп общается с призраками. Президент США опубликовал на своей странице в True Social сгенерированное искусственным интеллектом видео, где он прогуливается с первым президентом США Джорджем Вашингтоном по несуществующему бальному залу Белого дома. В ролике Трамп и покойный Вашингтон изображены в роскошном интерьере. При этом лидер Белого дома демонстрирует первому американскому президенту зал как уже готовый, хотя в действительности проект бального зала стоимостью $400 миллионов пока не реализован. Ранее апелляционный суд США заблокировал строительство из-за отсутствия одобрения со стороны Конгресса, после чего администрация Трампа направила запрос в Верховный суд с просьбой разрешить стройку. Друзья, спасибо большое вам за поддержку. Мне будет приятно, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на нашем канале «Время Пятко».